Бутылкорез напечатан на 3D принтере. Представляет собой полукруглую прорезь, куда вставляется баклажка, и поперек под углом вставляется вот такое вот лезвие, кусок на определенную высоту. У меня здесь установлено 10 миллиметров ширина ленты. Шаг, конечно, здесь довольно-таки грубый, 5 миллиметров, а здесь еще 2,5. Вот. Бутылкорез единственный вариант, который у меня более-менее работает, потому что другие на саморезах и из квадратного профиля рвали ленту. Вот. Но данный вариант очень плохо переваривает криволинейные поверхности и неровности всякой формы на бутылках. Например, такого плана уже иногда возможно застревание. Для начала у баклажки отрезается дно, и далее под острым углом начинается рез спирали ленты. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы заправить бутылкорез, а впоследствии уже и в сам станок. Вот, и постепенно приближаемся к тем самым 10 миллиметрам. Далее заправляем острый конец ленты под лезвие бутылкореза и вставляем баклажку в прорезь. Начинаем потихоньку проворачивать. Трошка не позволяет нам дорезать баклажку до конца, поэтому обратным движениями стараемся сдвинуть лезвие, его вытащить и тем самым достать ленту. Резать баклажку уже можно ножницами. Получилось примерно 7 метров такой ленты. Далее я ее наматываю на катушку для удобства. Станок смонтирован на пололоске текстолита. Приемная катушка установлена на мотор с понижающим редуктором. Вот. Мотор 24 вольтовый, но питается от 12 вольт, и усилия достаточно хорошие. Блок управления двигателем и температуры построен на Arduino Nano. Управление происходит полевыми транзисторами с материнской платы. Управление параметрами происходит энкодером. Нагреватель использован стандартный от 3D принтера с рассверленным сверлом до 2 мм. Изначально я пробовал сопло с отверстием 1,5 мм, но лента шириной 10 мм не смогла протиснуться. Включаем нагрев. Температуру задаю 240 градусов. Термоконтроллер имеет PID-регулятор, поэтому необходимо некоторое время, чтобы значение температуры устаканилось и соответствовало заданной. Далее производим заправку ленты через нагреватель. Здесь я установил такую скобу для того, чтобы исключить переворачивание ленты, так как это приводит к перехлесту, и из-за этого она выходит на выходе недостаточно ровной. Включаем двигатель и регулируем усилие намотки. Нагреватель лента по сути не переплавляется, а всего лишь сворачивается и формуется в такую трубочку с продольной прорезью.
но этого достаточно для того, чтобы печатать PET-пластиком в 3D принтере. Вот идут последние сантиметры ленты. Около горлышка пластик толще, поэтому проходит через нагреватель сложнее. Приходится немного поднимать тягу, но пластик все еще можно использовать, даже такой толстый и криволинейный. Вот в итоге сколько намотано. Пластик довольно-таки упругий, поэтому на катушке он хранится не очень-то и хорошо. Так, запущена тестовая печать из филамента, из PET бутылок. Температура печати составляет примерно 260 градусов. Я немного поднял для лучшей спекаемости. Температура стола, мне кажется, не особо критична. Я оставил как стандартную для большинства таких ПЛА PETG, который не имеет усадку, как и PET-пластик. Обдув на 100%, дабы ускорить застывание и предотвратить кристаллизацию PET-пластика. Печать подходит к концу. Вот такая вот деталька получается. Скорость я ставлю 20 миллиметров в секунду, так как на такой высокой температуре пластик все равно не успевает прогреваться на большой скорости и начинается пропуск печати. Несмотря на то, что пластик толщиной около 2 мм, все равно он проходит через Bowden принтера, рассчитанного на 1,75 филамент, и при этом даже не приходится делать каких-либо корректировок потока, так как пластик, он внутри немного пустотелый. Ну а напечатанная деталька — это всего лишь некоторый штрих в повышении юзабилити моего станочка.